Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание, наверное, одному из самых волшебных, магических и колдовских дней за последнее время. Это 21 декабря. И это не просто 21 декабря, а это, друзья, сегодня день зимнего солнцестояния. И именно время с 21 на 22 декабря считается очень сильным временем, когда мы с вами можем избавляться от каких-либо трудностей, мы можем привлекать самое желаемое, загадывать желания, просить помощи у наших ангелов-хранителей и, конечно же, привлекать изобилие, достаток и благополучие. И в этом видео мы об этом всем более подробно поговорим. Поэтому обязательно сегодня вечером, 21 декабря, обязательно проведите те практики, те ритуалы, о которых мы далее поговорим, для того, чтобы уже встречать новый 2022 год без проблем, без каких-либо нюансов, потому что вы настроены только на позитив и только на благополучие в своей жизни. Вы знаете, на Руси в день зимнего солнцестояния отмечали Новый год. Именно поэтому в это время загадывали желания, устраивали шумные гуляния и проводили обряды, которые помогали людям обрести желаемое. Зимнее солнцестояние – это важное астрономическое событие. Считается, что 21 декабря начинается зима и наступается новый астрономический год. Древние кельты отмечали в этот день Йоль или Рождество обновленного солнца. Как и в любой другой праздник, конечно же, проводились обряды и ритуалы. С помощью люди привлекали удачу, богатство и любовь. И еще много веков назад наши предки считали, что Солнце – это покровитель всех природных процессов и глава всего живого мира. Солнцу присваивалась истинная божественная власть еще до появления религии. Именно поэтому большинство людей до сих пор убеждены, а оно так и есть, что Солнце – это невероятная сила, благодаря которой существует все живое. А вот солнцестояние считается магическим явлением. Именно поэтому на сегодняшний день существуют самые различные ритуалы, обряды именно в солнцестояние. И, конечно же, встречаются много различных ритуалов. И самое главное, следует разобраться, чего же вы хотите добиться в своей жизни, используя те или иные практики и ритуалы. И зимнее, ну и как и летнее солнцестояние для наших предков считалось настоящим праздником. И этот день обычно сопровождался гуляниями и торжественными празднованиями, так как в древние времена почти все люди поклонялись солнцу. Вечернее время на закате солнца наши предки старались развести костер для того, чтобы поклониться солнцу, для того, чтобы поклониться вот этой важной энергии. И вы знаете, если в этот день родился ребенок во время восхода или заката, то это считалось, что в нем заложена магическая сила, которую в будущем следует обязательно развивать. И вы знаете, многие народные приметы говорят даже о том, что такой ребенок станет экстрасенсом. Самое главное – развивать в нем этот дар Божий, ни в коем случае не препятствовать этой деятельности. Но, конечно же, это все возможно только в том случае, если с самых ранних лет ребенок будет поклоняться Солнцу. Если в день летнего или зимнего солнцестояния зафиксирована плохая погода, наши предки считали, что бог Солнца разгневался на людей, и весь будущий год для них будет неурожайный. И именно солнцестояние в античные времена приносило людям долгожданное исцеление. Вы должны понимать, что Солнцу поклонялись, и население большинства стран мира верила в его значимость и невероятную силу. Существуют определенные обряды, которые вы можете осуществлять в этот день. Но прежде чем выбрать тот или иной ритуал, практику, обряд, вам нужно тщательно разобраться,
Какие ритуалы, обряды на солнцестояние и прочие магические действия будут считаться самыми действенными и эффективными с магической точки зрения? Ну, среди них можно назвать следующее, что ритуалы, которые изготовлены, специальные солнечные амулеты и обереги. То есть берется любой солнечный талисман, который сделан в солнцеворот, и вот он будет оберегать своего владельца от бед. Людям, в которых обнаружена магическая сила, также не помешает наладить контакт с астральной вселенной. Она будет помогать человеку в разрешении многих проблем на протяжении будущего года или как минимум до следующего солнцестояния. Конечно же, вы в солнцестоянии можете осуществлять обряды, делать ритуалы. И вы знаете, ритуалы обычно демонстрируют всю правду о будущем человеке. И, конечно же, в день зимнего, как и летнего солнцестояния, любой ритуал, любой обряд, любые слова, молитва приобретают особую силу. Но это произойдет только в том случае, если вы искренне, то можно даже исцелить человека. Солнцеворот – это настоящая золотая жила для колдунов и магов, которая дарит людям веру в светлое будущее. И 21 декабря – день солнцестояния в зимнее время года. И именно в этот день фиксируется самая продолжительная ночь в году. Вы знаете, некоторые обряды, проведенные в этот период, набирают особую неземную силу. И особо актуальным по праву считается ритуал на устранение всех серьезных проблем в жизни. Проводить подобные обряды нужно в одиночестве и уже тогда, когда на улице будет темно. В темном помещении зажгите свечу и смотритесь в нее. После этого скажите следующие магические слова. От сложных проблем я себя оберегаю, как пламенем этим я темень прогоняю. Как только утро ясное настанет, так и проблем моих не станет. После этого следует загасить огонь на свече, промолвить следующие слова и положить остаток свечи в безопасное место. А слова следующие: «Пусть в мою жизнь придет все, чего я желаю». Свечу не следует выбрасывать или использовать до следующего подобного явления. Также вы в этот день можете проводить ритуалы на привлечение удачи. И в этом обряде у нас принимает участие только вода. Итак, нам понадобится любая стеклянная емкость. Наливаем немножко водички. Важно это сделать до заката солнца и поставить на подоконник. После захода солнца следует заговорить водичку следующей фразой: «Сила солнца, впитанная этой природной жидкостью, пусть принесет мне успех в делах. Чем ярче солнышко светить будет, тем большим успех мой окажется. Святой Спиридон, помоги мне в этом. Аминь». И как только вода будет заговорена, нужно ее сразу же выпить до дна. И уже совсем скоро вы увидите положительный результат. Солнцеворот – это действительно особый день в жизни каждого мага. И если вы желаете улучшить свою жизнь, то вы обязательно должны провести ритуалы, обряды, практики. И вы знаете, мы уже повторяемся, но все же зимнее солнцестояние 21 декабря – это день с очень сильной энергетикой. И кроме того, в это 21 декабря у нас с вами ожидает 21 день. Обратите внимание на цифры. 21 день 2021 года и 21 век. Кроме того, этот день особый, когда активизируются ангелы-хранители. И вы сегодня в 21 час, в 21 минуту можете попросить у ангела-хранителя всего того, что вам нужно, всего, что вам не хватает, возможно, в жизни, или о чем вы желаете, или, возможно, вы хотите от чего-то избавиться.
Знаете, загадывая желание в 21 час, в 21 минуту сегодня, в 21 день 2021 года и 21 века, ваше самое заветное желание, оно обязательно исполнится. Главное провести эту практику в это время. Ну и, конечно же, когда солнце скроется за горизонтом, положите деньги перед зеркалом. И, вглядываясь в их отражение, обязательно произнесите следующие слова. Деньгам в зеркале двоится, деньгам в кошельке водится. День на рост идет, денег мне несет. И после этого уже на следующий день вам нужно будет денежки взять и отправить, где они обычно у вас находятся. Так что, друзья, вот такой у нас с вами день, магический день, вечер 21 декабря 2021 года, 21 века, когда вы можете изменить свою жизнь и сделать это кардинально. Но вы помните о том, что все зависит только от вас, от ваших желаний и хотите ли вы что-либо изменить. Но помните, любые практики, любые ритуалы, проведенные с 21 на 22, вы должны находиться как минимум в хорошем настроении, не быть злыми, не завидовать в это время. Представить себе, что вы волшебник, который осуществляет ту или иную практику или ритуал. Будьте волшебниками своей жизни. Как только вы научитесь управлять этой энергией, научитесь жить, то вы увидите, как ваша жизнь начнет кардинально меняться. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, и мы с вами услышимся уже в следующем видео.